Собственник бизнеса скинул мне данные своего отдела продаж. 101 звонок и 280 сделок из CRM. Я отдал все AI-агентам. И вот что он мне ответил, увидев результат. Спасибо тебе большое. Огромная благодарность за проделанную вот эту штуку, работу. Буду рад твоим комментариям, мыслям. Сейчас я покажу, что именно мы нашли в его бизнесе. Знакомый собственник компании по поставке химреагентов для очистки воды с оборотом $3,5 миллиона в год. У него B2B, отдел продаж, Bittrex24, все как мы любим. Скинул мне выгрузку из CRM, несколько сотен сделок за 5 месяцев и 101 звонок, который нужно послушать. Я сам 11 лет в бизнесе, поэтому я подошел к вопросу как собственник. Меня интересуют не просто цифры, а меня интересуют деньги. Куда они утекают? Найти эти слабые места. Важный момент. Цифры, которые я покажу вам сегодня, я изменил, чтобы не светить их публично в YouTube. Но рекомендации, звонки и проблемные точки я все оставил как есть. Вот список звонков, которые я от него получил. И 2 больших Excel файла с выгрузкой из CRM-системы. Там абсолютно все поля. Все остальные файлы, которые вы здесь видите, это уже моя работа. По результату работы получился вот такой аудит компании, где все расписано очень подробно и самое главное, показаны слабые места, которые можно устранить уже сегодня. Но для начала я покажу, как я это делал на небольшом примере. Открываю Claude-код в терминале, он уже настроен как мне нужно, и для начала транскрибируем звонок. Я пишу «Транскрибируй звонок» и «Сохрани». И закидываю ссылку на аудио. Транскрибируется файл через Whisper от OpenAI, он транскрибировался и сохранился по этому адресу. Зададим простой промпт, например, ты профессиональный руководитель отдела продаж. Твоя задача изучить этот звонок, найти слабые места, дать оценку звонку и рекомендации менеджеру. Вот разбор звонка. Это повторный холодный звонок, follow-up, жесткий отказ, оценка 2 из 10. Это фальшивая привязка к словам клиента. Вы нам говорили до середины конца февраля, не рассматривайте поставщиков. Менеджер приписала клиенту слова, которые та не говорила. Клиент это поймала и начала раздражаться. Грубейшая ошибка. Манипуляция разрушает доверие мгновенно. Клиент после этого уже не слушает, а защищается. В звонке нет ценности, нет подготовки к звонку, звонок вслепую, нет управления разговором и потеря контакта навсегда. Вот ключевой момент. Клиент ловит менеджера на вранье. Я не могла так говорить, я могла сказать только, что нам поставщики реагентов пока не интересны. С этой секунды звонок уже проигран. То есть это профессиональный разбор руководителю отдела продаж. Вывод. Звонок провален не из-за плохого клиента, а из-за отсутствия подготовки, ценностного предложения и навыка ведения диалога. Менеджеру нужен тренинг по подготовке к звонку, формулированию ценности в первые 15 секунд, работе с возражениями без давления. Давайте послушаем, чтобы проверить, прав ли AI-агент. Просто перезвоним, давайте разговаривать четко, конкретно, ладно? Мы услышали то, что прямо сейчас видим в этом документе. Клиент дает последний шанс, говорит, давайте разговаривать четко, конкретно. Ну и дальше менеджер путается. Итак, это был простейший промпт и транскрибация одного звонка. А теперь представьте, я сделал более глубокий анализ несколькими AI-агентами, транскрибировал все 101 звонок, а также нашел причинно-следственные связи в карточках CRM-системы и вообще проанализировал все, что можно было проанализировать из тех данных, которые мне предоставили. В итоге получился вот такой подробнейший отчет за один вечер. Что мы видим? Методология. Проведен аудит на основе 2 источников. 101 телефонный звонок, 280 сделок из CRM Bittrex.
23 звонка привязаны к сделкам CRM, то есть мы установили связь этих сделок с CRM-системой. Остальные 46 были просто проанализированы по содержанию диалога. Что мы видим? Мы видим воронку продаж, сколько сделок, win-rate. Win-rate – это отношение, сколько выиграно сделок, разделить на выиграно-проиграно, то есть закрыты или закрыты нереализованы. А вот мы делим 80 сделок на сделки, которые закрыты, и получаем 51%. Нереализованных сделок на 1,3 миллиона долларов. Тут же мы вычисляем самое интересное, что 93% выигранной суммы – это одна сделка. То есть сделка на 6,6 миллионов долларов, если убрать ее, то остается 480 тысяч долларов. То есть мы имеем зависимость от одного контракта. Наверное, собственник это понимает. И основная масса клиентов находится на стадиях предложения и анализ потребности. Если мы эти сделки ускорим, то это прямой рычаг роста. Пока все понятно. Из чего состоит продуктовый портфель? Вот есть продукты, то есть мы видим, что реагент А продается лучше, на втором месте реагент Б, на третьем месте реагент В и так далее. 72% выручки – это один продукт, то есть бизнес сконцентрирован на топ-3 продуктов. А реагент Ж, второй по количеству сделок, дает всего 1% выручки. Переходим к самой интересной части. Мы видим, сколько сделок выиграно, сколько в работе. Мы видим win rate, и он очень разный. А почему? А мы сейчас узнаем. У Натальи Ким всего лишь 2 завершенных сделки и 31 нереализованная. Надо проверить. Либо ей приходят некачественные лиды, либо проблема в работе. Нужно разобрать. У Тимура все сделки не реализованы. Может быть, он уже не работает, предполагает агент. Как я уже сказал, он основывается на тех данных, что есть. Если мы дадим ему больше данных, больше понимания о компании, мы дадим ему структуру компании, то мы сможем глубже копать. Это очень важно. Потому что многие не дают AI достаточное количество данных, а потом удивляются, почему получают некачественные ответы. Итак, наблюдение из звонков. Айгуль не знает тех характеристик продукта. В звонке по сульфату железа клиент спросил формулу, и менеджер полезла в паспорт, не смогла ответить. Камила забывает перезванивать. Дословно в звонке клиенту: простите, что не перезвонила, в прошлый раз я что-то забегалась, а потом уже забыла. Мадина вообще не готовится к звонкам, звонит на предприятие, где контактное лицо уволилось в прошлом году. Заново уточняет условия поставки. 4. Повторные и новые клиенты. Смотрите, какая интересная вещь. Win-rate повторных 91%. Что это все означает? Что повторные клиенты конвертируются в 5,5 раз лучше и приносят в 4 раза больше. В звонках видно, как это работает на практике. Например, Нурсултан жалуется на качество. Если не решить, это потеря повторному клиенту. А Азамату привезли заказ не в тот день. Если проблемы будут накапливаться, то он уйдет к конкуренту. А дальше самое интересное. У нас же есть транскрибации звонков. И мы, как профессиональный роб, посмотрели все. И нашли каждый хитрый случай. Ключевые ситуации. Руслан говорит, я проверил звонки, действительно разговор такой был. Ценник у вас выше, чем у других. Не сильно, но выше. Пришлите письмо с этими ценами, а я вам скажу, насколько это больше. И Мадина, менеджер, отвечает: ладно, сейчас продублирую коммерческое и буду на завтра ждать по ценам информацию. То есть клиент не ушел, планирует заказ на 3 марта, потребность на полгода, но менеджер не привела ни одного аргумента. Ни одного. Не предложила скидку за объем, не обосновала стоимость, не сделала ничего. Зарина.
Ранее она работала с вот этими наименованиями, бренд ушел с рынка, ищет аналоги. Компания отправляет коммерческое. Клиент говорит, мне нужно понимать, какой ваш флакулянт соответствует какому. Сравнить цену. Если будет уже сейчас на стадии переговоров дороже, нам не интересно их испытывать. Им один отвечает, давайте я распишу, что к чему, и буду от вас обратную связь ожидать. То есть клиент ждет таблицу соответствий. Клиент не отказала, но дала понять, если дороже, то даже испытывать не станут. Но менеджер не обосновала цену. Если проистол ушел с рынка, то это прямое окно возможностей, которое закрывается пассивно. Теперь отработанное возражение. Сколько он стоит вообще? И Айгуль пишет, что цена поменяется из-за того, что в том году НДС 12%, сейчас 16%. То есть клиент принял, заказал 2 мешка. Это вещи не с потолка, это вещи конкретно из CRM, то есть он сопоставил. Теперь конкуренты. Ерлан прошел ОПИ, но купил Мегнафолк через третьи страны. То есть клиент дважды тестировал реагент компании, прислал положительный отчет, но закупки почему-то не было. Тут диалог возобновлен, но менеджер не предложила ни ускоренную поставку, ни складскую программу, просто ждет ответ. То есть эта компания сама возится с импортом через третьи страны. Вот здесь образцы отправили 7 месяцев назад и забыли. То есть вот клиент говорит, отправляли 18 июля. Образцы не испытаны 7 месяцев, потеря из-за отсутствия follow-up. Теперь тендеры. Итак, перепутали продукт, не подались на второй из 4 позиций, пропустив крупнейшую. Клиент сам напоминает, что можно было продлить договор без тендера. Менеджер не знал о возможности пролонгации. Теперь качество и логистика. Здесь какая проблема? Камила отреагировала адекватно, обещала вернуться в тот же день, но здесь такой вопрос по качеству. Что-то там перестало работать, недели 2, уменьшал, увеличивал дозу, но что-то с ним происходит. То есть здесь уже вопрос качества продукта. Азамат, водитель, приехал не в тот день, то есть менеджер не извинилась, просто сказала, уточнит. Вот тут клиент потерян из-за искажения слов. Вот тут 450 килограмм реагента лежат на складе без дела, ничего не происходит. Сделка на 60 тонн сульфата железа, нет ее в CRM-системе. Итак, рекомендации. Есть немедленные рекомендации. Выяснить, почему 6,1% при 48 сделках конверсия. В чем дело, лиды или что? Сверить контакты в CRM, есть ли там эти контакты. Двойную проверку тендерных заявок организовать. Дальше рекомендации технические, что делать. Я отправил этот отчет собственнику, и давайте послушаем его реакцию. И при этом, при всем, очень круто описаны косяки в звонках, очень круто описаны какие-то конкретные кейсы, как, что, где повлияло, да, и это можно использовать прям, для регулярного менеджера прям супер круто. И это прям в моменте можно. С докруткой можно использовать в регулярном менеджере, в том числе и по бизнес-процессам, упростя сильно работу ропа. Обратите внимание, он не сказал, что хороший отчет, спасибо. Он сказал, что хочу докрутить бизнес-модель. То есть этот отчет был очень полезен для него. Друзья, это разовый срез. Я вместе с AI посмотрел всего лишь 10 дней звонков и 5 месяцев выгрузки из CRM-системы. Представьте, если такой анализ идет постоянно. Каждая сделка в реальном времени транскрибируется, обрабатывается AI, просматривается вся воронка, ведется полный контроль всего, что происходит в компании. В 2026 году с AI это возможно.